Здравствуйте. Сегодня ряд позиций из журнала «Шашки», но я видел только вырезки и, к сожалению, не могу сказать точно фамилии. Помню, что основном позиции из творчества Владимира Викмана были. И вот давайте, не буду на этот момент отвлекаться. Спасибо тем, кто играл, спасибо тем, кто анализировал. Спасибо тем, кто давал в журнал «Шашки» эти позиции. То есть позиции очень поучительные. И вот первая позиция. Здесь ход белых. Счетная такая вот позиция. Я специально делаю такую паузу. И с финалом, с интересным финалом достаточно. Хотя он финал стандартный, но вот издали не всегда он виден, к сожалению. Давайте будем смотреть эту позицию. H2 на G3. И вот здесь GF2 очень важный ход. Очень важный ход. Здесь нельзя GH4, потому что GF, понятно. FE. И вот отдача. И вот такой момент. Ну, кажется, позиция-то выиграна, но вот здесь есть нюансы. Ну и вот здесь вот ловля дамки через пару ходов идет. Почему я говорил симпатии? Идея вот не сразу видна, если считать в дальнем расчете. Но, конечно, если близко подойти, то простенькая совсем. Вот такая вот позиция. И вот позиция очень интересная тоже. Кажется, что у белых она выиграна, но она ничейная. И есть здесь пару моментов. С одной стороны, белые вот делают два хода таких достаточно полезных, достаточно стандартных. Тоже, вот если чуть-чуть послабее уровень, у занимающихся можно вот спрашивать с этой позиции, как будут ходить, и потом уже в конце концов показать разветвление за черных, хороший ход за черных, и позиция вот эта вот запомнится, и какой-то перенос тренированности произойдет и на другие позиции. Итак, ход белых. Давайте попробуем. ЦБ, то есть идея такая: поставить ЕД4 шашку в центр и ЦБ4 поставить тычок, конечно. ЖФ6. Ну и здесь, естественно, хочу я БЦ5. Ну и вот здесь вот интересный момент. За черных ничья. Если ходить на А7, то позиция проиграна. Ну вот GF, я, по-моему, сегодня ходил, даже вот смотрел эту позицию GH. Идея такая. То есть сюда ходил, BC3 и вот BA7 и на любой ход нападал сюда. Вот таким образом. Кстати, давайте посмотрим. Меня очень интересует GF4, потому что недавно я видел в моих карточках вот эта позиция. И, по-моему, она очень интересная была. Я уже отвлекусь тут чуть-чуть. DC7. CD8. Да, вот позиция есть. Позиция есть в карточках. И, по-моему, мы даже рассматривали. Может, кто-то помнит? Рассматривали мы недавно тоже в таком же обзоре. АБ2. Ну, понятно, что надо АБ2. Почему? Потому что на Б6 ход, естественно, можно даже вот так вот сходить. Я там по-другому чуть хотел, но можно так пойти. То есть АБ2, понятно, что надо идти в дамки. F4 на Е5. И вот, если ходить сюда, то будет вот эта вот идея с ловлей. А если на С1, то получается на D8. Компьютер вот пишет, что выиграно, но
Вот эта вот позиция, хочу сказать, посложнее гораздо, да, вот о чем я речь, что вот этот вот ход попроще гораздо выигрыш, то есть, если здесь выиграно, то посложнее позиция. И вот, как я уже говорил, вот эта вот позиция была недавно рассматривалась она в видеообзоре. Поэтому, ну, здесь просто вот более простой путь я вам указал. Но здесь вот интересно, здесь ничья интересная, конечно, очень интересная. Давайте я, может, даже поверну доску. Пауза маленькая и вот такой ход. Ну, то есть основной вариант сюда, сюда и куда бы ни пошли выиграно, естественно. Ой, не выиграно, извиняюсь, ничейная позиция. Ну, опять, куда ходить здесь? То есть на такой ход. Очень красивая, кстати, позиция. Так, следующая позиция. Вот здесь вот, несмотря на то, что у белых лишняя шашка, но им нужно каким-то образом делать ничью. Позиция, конечно, плохая. Но здесь очень красивый ход за белых gf2. То есть на этот ход идея вот такая вот. Но непонятно, скорее всего, сюда играть. Ну, там еще есть другие варианты, наверное, вот такая идея будет. А если ходить HG7, то вот эта вот идея проходит. И уже позиция у белых очень хорошая. Ну, я думаю, выиграна позиция. То есть не вижу тут ничего. Естественно, за белых. Ну, вот видите, такой красивый, очень красивый ход. Кажется, вот ну, ходить так нельзя, но вот мы неоднократно рассматривали уже вот этот ход G1, F2. Я говорю, что теперь я постоянно смотрю этот ход, когда я видел партию Аркадия Мироновича Платкина с Кухарчуком. Вот когда он сделал блестящую ничью, ну там, понятно, покрасивее чуть-чуть вот было, конечно, но это тоже идея хорошая. Так. Давайте вот здесь вот ход белых. Посмотрим, какая идея есть у белых. GH4. И выясняется, что хороших ходов, в принципе, у черных нету. То есть сюда никуда не пойдешь, потому что будут проводить. Ну, вот такая вот идея. Так, ED6. Вот здесь вот. На FE7 тоже, в принципе, идея. Я хотел, кстати, по-другому, но вот простая совсем. Простая идея. И, значит, давайте еще посмотрим FG7. Основной вариант, конечно, вот это. FE5. И вот здесь несколько продолжений. Давайте посмотрим на G5. Нет, на G5. Вот здесь вот несколько продолжений у черных. Я чуть-чуть сбился. Если на D4, то получается лучшее продолжение. Хотя я сейчас покажу, что я хочу сделать. CD4. Но вот это вот не лучшее продолжение. На E3 и на D6 и так далее. Но вот это вот лучшее, я думаю, продолжение. И CB4. Позиция выиграна у белых. Так, давайте еще посмотрим. На E5. И вот здесь вот как раз то продолжение вот такое вот. То есть, если бьем сюда, ну, понятно, что позиция выиграна. Поменялись, и позиция выиграна. Если на Федор 4 бить, то на F6. Вот такая вот симпатичная тоже позиция. Видите, очень такой симпатичное такое нападение, точнее сказать. Симпатичная, хорошая очень позиция. Дальше. Ну вот, в лидера все встретилось. Здесь позиция
позиция, ну, CD4, конечно, нельзя было, как вот было в партии. Надо было CB, HG3, да, вот, скорее всего, не CB, а надо было HG3. Стандартная позиция, но она знакомая достаточно, известная позиция. А вот CD4, понятно. Я тоже хочу показать не BA7 решение, BA7, то есть она выиграна позиция. Ну вот проще такой вот есть BC7 ход, HG3 и FE5, то есть на ED2 такой вот удар получается. Видите, BC7 я вам хотел показать, ну, потому что опять вот как там в предыдущей позиции, то есть здесь, ну, в партии-то у них было ED4, а вот HG3, FE5, ну, чуть-чуть сложнее вот здесь вот было бы идея. Побили, и здесь ход HG5. Я паузу специально сделал. Ну вот, и ходов, собственно говоря, нету. Так, давайте дальше. Вот интересная позиция такая. Так. Я чуть тут вперед забежал. Ну, вот эта последняя позиция сегодня будет. Кажется, хороший вот такой вот ход. CB4. Здесь лишняя шашка у белых. Но не все так просто. И CD2. Ну, то есть меняться нельзя. FG5. Кругом FG5. HG5. И вот почему все хорошо у белых будет. Здесь вот здесь получается так. А сколько здесь лишних, кстати? Наверное, что-то могло быть такое, что я что-то не доставил еще. Нет. CD2, да, получается, отдают шашку. Я запутался тут с количеством шашек. Ну, давно учился в школе, поэтому бывает всякое. Так, на HG5 здесь получается лишняя шашка у белых. У белых, если куда-то D5, то DC3 просто выигрывается. Лишняя шашка у белых. И вот здесь CB4 и вот такой вот вариант. Если бьют на F6, то можно просто и угроза будет, видите. Угроза очень сильная. Далее, основной вариант HG5. Ну и вот он очень симпатичный такой. И вот как вы думаете, как сыграют здесь белые? Идея такая, на C1, D2, чтобы на этот ход пойти DC3 и с выигрышем. А вот если такой вариант, то он такой простенький достаточно. То есть ставить нельзя. Ставить нельзя, а на 4 просто EF4 будет. С выигрышем. Куда-нибудь сюда, ну, значит, можно просто вот так вот его позицию. Итак, сегодня такой краткий обзор. Я надеюсь, позиции были интересные. До новых встреч.